Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня я для вас приготовила тест, в котором будут грамматические и лексические вопросы. Тест у нас, как всегда, не столько для проверки знаний, сколько для того, чтобы просто развлечься. Ну а если где-нибудь будут ошибки, тогда вы поймете, над чем вам еще предстоит поработать в процессе обучения. Всего будет 20 вопросов, которые будут затрагивать темы времен, спряжения, склонения, окончаний и так далее. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. И первый вопрос. Какое предложение из всех вариантов правильное? Она красивый поет песни. Она красиво пою песни. Она красивая поет песни. Она красиво поет песни. Она поет песни как? Красиво. Красиво – это наречие, которое отвечает на вопрос «как?». Поэтому варианты А и В нам по этой причине не подходят. А Б не подходит, потому что в нем неправильное спряжение глагола «петь». Пою я, а она поет. Идем дальше. В каком спряжении должен быть глагол «жить» в предложении «они давно уже в другой стране»? Живут, живет, живу или живем? Правильный ответ А. Живут. Они – это третье лицо множественного числа, а значит единственно верное спряжение из всех вариантов – живут. Следующее предложение. Мы долго тебя вчера ждем, ждали, подождем или дождались. Правильный ответ Б. Ждали. В этом предложении у нас есть указатель прошедшего времени – вчера. Поэтому варианты «ждем» и «подождем» нам не подходят. Также у нас есть слово, которое указывает на продолжительность действия – долго. А значит, мы не можем сказать «дождались», потому что это законченное действие, результат. Мы тебя вчера долго ждали и, наконец-то, дождались. 4. Как правильно сказать? У меня есть много деньги, денег, денег или деньгов. Правильный ответ В. У меня есть много денег. Нам здесь нужен родительный падеж. Много чего? Денег. Деньги – это именительный падеж, он нам не подходит. А слов «деньг» и «деньгов» не существует. 5. Как правильно просклонять слово «окно» в предложении «я смотрю на что?» Винительный падеж. Окно. Я смотрю на окно. 6. В каком из этих предложений нет ошибки? Внимание, нет ошибки, то есть только одно предложение из всех верное. Правильный ответ Г. Мы любим путешествовать и кататься на лыжах. Кататься на чем? Нам нужен предложный падеж, поэтому верно будет сказать на лыжах. В первом варианте лыжи у нас в именительном падеже, что неверно. В варианте Б неправильное слово «путешествоваться», такого слова нет. А в третьем варианте лыжи употреблены в предложном падеже, но в единственном числе. Так тоже сказать нельзя, потому что лыжи у нас две, и кататься мы будем на обоих, а значит нужно множественное число. 7. Какое из этих предложений верное? Он каждый день ходит в работу. Он каждый день ходит из работы. Он каждый день ходит на работу. Он каждый день ходит к работе.
Правильный ответ В. На работу. Ходит куда? Мы не можем сказать ходит в работу, из работы или к работе. 8. Какую форму принимает глагол в будущем времени в предложении «завтра я в кино»? Хожу, пойду, иду или пошла. И это вопрос с подвохом, потому что правильных ответов здесь целых 2 – Б и В. Мы можем употребить форму будущего времени «пойду», чтобы выразить будущее, а можем употребить форму настоящего времени «иду», которая тоже используется для выражения будущего. Но хожу у нас ведь тоже в настоящем времени. Так почему этот вариант не подходит? Потому что глагол «ходить» подразумевает многократное или регулярное действие. Например, я каждую субботу хожу в кино. То есть это действие, которое повторяется. А у нас речь идет об однократном действии, которое произойдет завтра. Я пойду в кино, я иду в кино или я схожу в кино. Такой вариант тоже возможен. Но вариант Г «пошла» – это прошедшее время, поэтому оно тоже не подходит. 9. Закончите предложение. Когда я был маленький, я часто играл на улице, играю на улице, играя на улице или буду играть на улице. Правильный ответ А. Когда я был маленький указывает на прошедшее время, поэтому правильный ответ играл на улице. И еще одно предложение. Сегодня погода на улице такая холодная, что я надел 2 шапки, свитера, носки или куртки. Ответ – свитера. 2 говорит о том, что слово у нас мужского рода. Шапка – это женский род, поэтому шапки у нас может быть 2, не 2. Куртка тоже женского рода, а значит 2 куртки. В случае с носками правильно будет сказать 2 пары носков. А вот свитер мужского рода, а значит во множественном числе будет 2 свитера. Дальше. Нам нужно правильно согласовать окончания прилагательных и существительных. Для этого задания будет несколько предложений. Первое. На улице холодно, поэтому я надел шапку. Правильный ответ В. Я надел теплую шапку. Шапку какую? Теплую. Мой брат работает в большой компании. Мой брат работает в большой чем? Компании. Предложный падеж. Вчера я купил новую куртку. Потому что новую что? Куртку. Винительный падеж. Теперь давайте перейдем к лексике. Как вы думаете, какое слово в этом ряду лишнее? Кошка, собака, молоко или попугай? Правильный ответ – молоко. Потому что все остальное – это животные, а молоко – напиток. А здесь какое слово лишнее? Самолет, кастрюля, чайник и сковорода. Правильный ответ А. Самолет. Все остальное это предметы кухни, а самолет – вид транспорта. Теперь подберите антоним к слову «быстрый». Антоним – это противоположное по значению слова. Оперативный, шустрый, скорый или медленный. Правильный ответ – медленный. Все остальные слова – это синонимы слова «быстрый». То
то есть с таким же значением. А теперь наоборот, подберите синоним к слову восхитительный. Скучный, потрясающий, обыденный или грустный. Правильный ответ Б. Потрясающий. Остальные слова не являются синонимами слова восхитительный. И синоним к слову сердиться. Чем мы можем его заменить? Радоваться, злиться, мечтать или грустить. Правильный ответ – злиться. Оба эти слова передают состояние гнева, злости. А что значит выражение «на скорую руку»? Если вы смотрели это видео по выражениям, то точно знаете ответ. Медленно, быстро или в спешке, лениво или качественно. Правильный ответ Б. Быстро или в спешке. Приготовить завтрак на скорую руку, потому что нет времени. Или выполнить задачи на скорую руку, потому что лень в это углубляться. То есть иногда это подразумевает некачественный результат. А иногда наоборот. Завтрак на скорую руку всего за 10 минут. А как вкусно! И еще выражение «делать из мухи слона». Что оно значит? Про него у меня, кстати, тоже есть видео. Готовить странную еду, наличие большого количества мух, преуменьшать проблему или преувеличивать проблему. И правильный ответ – преувеличивать проблему. Так говорят, когда проблема незначительная, но из мухи делают слона. То есть преувеличивают значимость этой проблемы. Фух, можно выдохнуть. На этом все. Сколько правильных ответов у вас получилось дать? Делитесь в комментариях. И поделитесь мнением, как вам такой тест, когда затрагивается все по чуть-чуть. Если вы любите проходить тесты, тогда в описании под видео найдете ссылку на плейлист с другими тестами на разные темы. Надеюсь, что это видео для вас было полезным и увлекательным. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. И спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! My